Доброго времени суток. Продолжается чемпионат Республики Беларусь среди мужчин. Девушки сегодня отдыхали. Всех девушек, естественно, шашисток, не шашисток, кто смотрит мой канал, поздравляю с весенним женским праздником. Всего вам самого наилучшего, прежде всего, естественно, здоровья. Ну и вот шашисток тоже хочу поздравить и сказать, чтобы они нас радовали своими и достижениями, ну и, естественно, творчеством, естественно. Все-таки девиз моего канала больше творчества, больше интересного. Поэтому всего вам самого наилучшего. Итак, давайте посмотрим. Сегодня, вот можно сказать, подарок преподнес Алексей Куница в партии с Евгением Жуковским. Осуществил жертву 2 шашек. Сегодня, кстати, были еще партии интересные. Я постараюсь, вот буквально, может, на днях, если все удачно, покажу еще тоже партии или идеи из партий. Достаточно интересные, которые получились сегодня. Так, давайте будем смотреть. Евгений белыми, Алексей черными. Ну, вот стандартное разыгрывание этого дебюта. То есть, раньше нас учили как, что вот грозит вот эта вот идея. Ну, в принципе, ничего, наверное, хорошего тоже с этой идеей нету, но закрыть все-таки дырочку стоит. То есть, такая вот позиция. И вот здесь вот поменялся Евгений 29-24, но я хочу сказать, что это часть целостного плана у него было. То есть, потом вы поймете, что был за план. Потому что вроде бы просится 49-43, но вот при 49-43 надо было играть круговые позиции. Евгений, видно, все-таки не настроен был играть круговые позиции. 15-20. Ну, что я хочу сказать по поводу этой позиции. Если вот где-то 22-27, я думаю, очень сильно позиция разобьется. Сюда не стоит бить, потому что есть такие моменты. Хотя вот позиция интересная. Можно было позицию поиграть. 31-27 и так далее. Естественно, вот сюда и либо на 20, на 26, ну тоже здесь разменивается очень много разменов. Можно попробовать, конечно, и на 27, но я думаю, что здесь очень сильно менялась позиция, поэтому чисто психологически вот этот ход очень хороший. 31-27, вот о чем я и говорил. Евгений хочет взять черных связку. Алексей играет разбивание. Классику, точнее сказать, я чуть перепутал. Ну, здесь вот такой ход, конечно, чуть необычный у Евгения был. Все-таки где-то какие-то моменты, я думаю, 39-33 логичнее, может, даже где-то было. Допустим, если нападают, ну, вот просто играть эти позиции. Можно 33 и так далее. Но, видно, хотел. Здесь какой-то момент был связан, что он брал в классику. Так, вот я вижу здесь удар. Любопытно есть. Такой 39. Давайте я покажу что-то приблизительно. Хотя это нехорошая наверное, идея какая-то. Вот если сюда, то вот есть вот эта тактика. Вот такая вот тактическая идея есть. Здесь дело в том, что если ходить сюда, то вот правила как раз стыковочных шашек идут. Вот эта мысль. Но здесь есть и другие ходы, естественно. Допустим, опять. Вот на этот ход, кстати. Интересно, на такой ход. Давайте посмотрим такой ход. Ну и да, вот именно такое продолжение, дабы не было комбинаций. На остальные ходы комбинации, то, что я показал. Так, 41. 12. Ну вот, кажется, Алексей разбивает эту связку. Ну, как я уже говорил, то есть нападать, наверное, сильно перспективы не будет. Можно 33-29. Можно, я думаю, что вот этот ход и потом переходить в эту позицию. То есть 32... 38 и так далее. 35-30.
Конечно, вот если играть классику, мне чуть непонятно вот здесь, непонятен план, честно говоря, но видно какая-то перемена просто плана была, возможно, что-то со временем, потому что время, как я уже говорил, не совсем вот обычно, если долго не играли, Евгений тоже, как я понимаю, тоже долго не играл. Это единственное, что я не знаю, насколько он играет в интернете, но здесь вот всякое возможно, потому что у меня то есть определенные проблемы со временем сейчас вот в течение турнира. И какие-то определенные отпечатки на игру это все откладывает. Ну вот было, почему я говорю, что может 3-8 именно брать классику стоило. Почему-то он не хотел так играть, что-то, видно, где-то не понравилось ему. Может, что-то здесь, как-то здесь по-другому можно было играть. То есть, ну, скорее всего, 3-8. Может, вот эти вот варианты побоялся потом перевести вот эту шашку сюда, то есть типичная, и 1-6. Есть такие переводы. Давайте вот, кстати, посмотрим приблизительно. То есть, как-то, допустим, сюда. Так, на этот ход, что на этот ход? Ну, на этот ход, да, вот. На этот ход есть 30-24. Ну, успевает, да. Если 2, и сюда можно менять. Ну, тоже, да. То есть, не выход, конечно. Ну, такая позиция и есть. Но, наверное, почему-то он не захотел Евгений играть. И вот здесь вот уже на 33-28, естественно, вот эта идея и с вот этой вот идеей на 28. Это я предварительно так вам показываю, сейчас будет самое интересное. Но вот здесь вот 33-28 пошел ход, и после этого начались идеи. И вот здесь вот как раз, если логично, наверное, 40-34, 10-15, и вот эта вот идея. Вот здесь ничего нету, и мне как-то даже, я бы сказал, абсолютно равная, я думаю, позиция, но мне как-то он даже местами, может быть, больше нравится даже за белых играть. То есть 19-й шашки нету. Ну вот 33-28, и вот начало самое интересное. Давайте смотреть и наслаждаться. 17-22 на 21. То есть здесь 39. 39. И вот здесь вот жертва. Вот это жертва. Раз. И вот видите, без шашки. Уже без шашки, я бы сказал. Уже без шашки. 37. Надо. И вот 30-25. Но здесь вот этот вот ход не проходит, потому что вот эта идея, и, естественно, с этой вот группировкой сложно белым абсолютно. Итак, 10-14. Что я хочу сказать по поводу хода 10-15. Ну вот 15 ориентировочно, ничего нету. Вот здесь вот размен, и ничего нету в этой позиции. Если может показаться, что вот здесь 14 получится все-таки ход. Плюс вот, 10-15, я извиняюсь, моменты. 10-14, но логика есть. Видите, я хочу, вот допустим, нет, Алексей хочет, не я, Алексей играл эту позицию. То есть на 28, и проблемы вот с этими шашками будут. Плюс, вот эту надо всегда не сбрасывать идею. На 17 и на 21. То есть моментов интересных много. 24-20. 3. И вот, смотрите, еще одна жертва. Вот какая позиция. Еще одна жертва от Алексея. 17-21, 40-34. То есть, если сюда здесь ходить, есть эти варианты, то получается, я отдам, и мы не забываем, что здесь было черные без двух шашек играют. Поэтому вот 14-20 логичный ход, и разменялись, но, к сожалению, ничейная позиция. То есть вот здесь согласились на ничью. Но, к сожалению, для Алексея, Евгений не думал, наверное, с двумя то лишними сдаваться, но вот идея, конечно, хорошая.
Первая идея, давайте еще раз повторю, вот идея. Она стандартная, она интересная. И Алексей, конечно, молодец, что заметил, сыграл, оживил игру. Все-таки неприятно получить вот эту жертву и потом еще вторую жертву тоже можно, ну, то есть, не перестроиться на определенную волну и можно проиграть. Алексей пошел 14, ну и вот ничейная позиция. Итак, сегодня вот своеобразный подарок нашим женщинам. Жертва двух, красивая партия с жертвой двух шашек. В исполнении Алексея Куницы, ну и ему оппонировал Евгений Жуковский. Всегда партии играют двое, напомню. Если кто забыл, поэтому вот получилась такая позиция. Итак, турнир продолжается. До новых встреч.